Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня покажу, как сделать объемную картину из кожи в витражном стиле. Для этой работы я взяла различные обрезки кожи. Использую также кожу от старой сумки, старую деревянную рамку, не толстый гофрокартон, пергаментная бумага. Нашла в интернете несложный витражный эскиз. Поочередно вырезаю все листья и переношу шаблон на кожу. Вырезаю с припуском примерно 5 мм. Для того, чтобы кожа приобрела объем, обжигаю края на свечи. Лист получился довольно крупным, и все последующие листья я вырезала с припуском 1-2 мм. Приступаю к окраске. Кожа любит любую краску. На канале есть видео «Шкатулка из старой кожаной сумки», где я тестирую различные краски. Ссылка в описании под видео. Я окрашиваю красками для шелка. Окрашенные листья отправляю на просушку. Теперь займусь фоном. Точно так же поэтапно вырезаю шаблоны фона. Фрагменты фона я уменьшила приблизительно на 1-2 мм. На разный вид кожи краска ложится по-разному. Приклеиваю резиновым клеем. Подойдет клей «Момент Кристалл». Между фрагментами должен быть небольшой зазор, примерно 1 мм. Некоторые детали пришлось подгонять и подрезать. Толстая кожа от старой сумки не очень хорошо прокрасилась с первого раза. Я покрасила фон еще раз. Теперь самый сложный этап работы – это цветы, в которых есть много мелких деталей. Для цветов я выбрала самые тонкие кусочки кожи. На этом этапе очень важно не перепутать все элементы. Каждый цветок положила отдельно и подписала: правый, левый, средний. Пестики. Я вырезала произвольно 3 треугольника. Каждый треугольник с изнанки смазала клеем ПВА и отложила, пока у клея не образовалась пленка, то есть сушить до конца не нужно. Все детали цветка, точно так же, как и листья,
обжигаю на свечке, придавая им объем. И затем приступила к окраске. Пока окрашивала и обжигала цветы, клей на треугольниках образовал пленку. Прошло минут 10. И теперь я сворачиваю в жгут, как будто выжимаю белье. Вот так. Теперь приклеиваю цветы. Важно не перепутать фрагменты. Делается это поэтапно. Вот такой кожаный шнур можно заменить веревкой или медной проволокой. Приклеиваю на клей ПВА, наношу клей, жду некоторое время, чтобы образовалась пленка, и прикладываю шнур. Сегодняшний проект «Картина из кожи в витражном стиле» – это эксперимент и импровизация в чистом виде. Делала я это впервые. Работа довольно кропотливая, но очень увлекательная. Сделала все на одном дыхании. Хотелось поскорее увидеть результат. В самом начале я очень сомневалась в успехе, но результатом я очень довольна и буду продолжать работать и усовершенствовать эту технику. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!